Представьте себе звук. Не грохот грозы, не гул землетрясения, а нечто принципиально иное. Взрыв такой силы, что его услышали люди за 4800 километров от места события. Люди, которые никогда в жизни не видели этого острова и никогда о нем не слышали. В Австралии подумали, что где-то стреляют пушки. На острове Родригес в Индийском океане, что в открытом море терпит бедствие корабль. Никто не мог понять, откуда идет звук и что именно произошло. Несколько часов по всему миру люди смотрели в небо и прислушивались к горизонту, не зная, что ищут. Это был август 1883 года. Зондский пролив. Небольшой вулканический остров между Явой и Суматрой. Кракатау. За несколько часов он уничтожил сам себя и вместе с собой унес десятки тысяч человеческих жизней. Выбросил в атмосферу столько пепла и газа, что небо над разными континентами изменило цвет на месяцы вперед, а его ударная волна обошла земной шар несколько раз, фиксируясь барометрами от Лондона до Токио. Это не образное преувеличение. Это задокументированный физический факт. Вопрос, который стоит задать с самого начала. Как один вулкан на краю тропического архипелага превратился в событие планетарного масштаба? Что именно в геологии, механике и стечении обстоятельств сделало Кракатау не просто сильным извержением, а одной из самых разрушительных природных катастроф в истории наблюдаемого вулканизма? Ответ начинается с места, потому что здесь место определяло вероятность катастрофы задолго до того, как она случилась. Зондский пролив – узкая полоса воды, разделяющая два крупнейших острова Индонезии – Яву на востоке и Суматру на западе. В конце XIX века это был один из важнейших морских путей в мире. Суда шли через него в обоих направлениях – из Европы в Азию, из Азии в Европу. Торговые маршруты пересекались здесь с почтовыми и пассажирскими линиями. Побережья пролива были плотно заселены. Небольшие города, рыбацкие деревни, портовые поселки с оживленными пристанями. Жизнь шла в ритме моря и торговли, и местный вулканический пейзаж, острова, поднимающиеся из воды темными конусами, воспринимался как нечто привычное, почти обыденное. Красивая декорация, не угроза. Кракатау стоял посреди пролива. Необитаемый в то время, но хорошо известный морякам как ориентир. Его силуэт был знаком всем, кто ходил этим маршрутом. Спящий, покрытый густой растительностью, молчаливый. Вулканический комплекс включал 3 слившихся конуса, образовывавших вытянутый остров площадью около 30 квадратных километров. Ничто в его облике не выдавало того, что дремало внутри. Но молчание это было обманчивым, и объяснение здесь геологическое. Под Зондским проливом, под всем индонезийским архипелагом происходит процесс, который идет уже десятки миллионов лет. Австралийская литосферная плита медленно движется на север и уходит под евразийскую. Это называется субдукцией. Один участок земной коры ныряет под другой, погружается в раскаленную мантию и начинает плавиться. Расплавленная порода, насыщенная газами и давлением, ищет выход наверх. Именно поэтому вся Индонезия – это цепь вулканов, один из самых протяженных вулканических поясов на планете. Кракатау был частью этой системы, не исключением, а закономерностью. Последний раз до 1883 года он извергался в конце 17 века. Тогда это перекроило береговую линию пролива и оставило следы, которые геологи находят до сих пор. Но потом долгое молчание. Почти 200 лет. Поколения людей жили на берегах Зондского пролива, не имея личного опыта его активности. Не было очевидцев, не было живой памяти об опасности. До мая 1883 года ничто не указывало на то, что система под островом снова пришла в движение. Сейсмографов в проливе не было. Методов измерения давления в магматических камерах не существовало. Единственными доступными индикаторами оставались визуальные наблюдения. То, что можно увидеть глазами с берега или с борта судна. В мае первые признаки появились без предупреждения. Подземный гул начали слышать на соседних берегах. Не раскатистый, а ровный, низкий, почти инфразвуковой, который скорее ощущается телом, чем слышится ухом. Из вершины острова поднялись столбы пара и пепла. Над Зондским проливом стало смеркаться раньше обычного. Плотная серая завеса закрывала солнце с запада. На поверхности воды вблизи острова появилась пемза, пористая вулканическая порода, выброшенная из жерла. Она плавала целыми полями, затрудняя движение судов и хрустя о деревянные борта. Рыбаки, которые выходили в пролив, возвращались с тревогой в глазах. Донесения уходили в Батавию, нынешнюю Джакарту, административный центр на Яве. Происходящее было серьезно, но еще укладывалось в рамки привычного.
Вулканы в этом регионе просыпались, выбрасывали пепел, гремели, успокаивались. Никто не знал, что на этот раз механизм, запущенный в глубине, работает в принципиально другом режиме. На протяжении следующих 3 месяцев Кракатау не замолкал. Извержения шли с переменной интенсивностью, но не прекращались. Пепел оседал на палубах проходящих кораблей. Грохот был слышен в Батавии за 160 километров. Море вокруг острова было неспокойным, температура воды поднялась, рыба уходила с привычных мест. Несколько групп наблюдателей добирались до острова на лодках и фиксировали активность кратеров. Не одного, а сразу нескольких. Вулканический комплекс просыпался весь и одновременно. Это само по себе было предупреждением, но его некому было правильно прочитать. К августу характер активности изменился принципиально. Между отдельными взрывами не осталось тишины, только переменная интенсивность непрекращающегося грохота. Пепел поднимался на все большую высоту. Те, кто наблюдал за островом с берега, видели над ним постоянный черный столб. Он не рассеивался, он только разрастался. Воздух в Зонском проливе пах серой. На берегах стекла в домах дрожали от подземных толчков. Птицы покидали прибрежные рощи. Мелководье у берегов острова пузырилось от выходящих со дна газов. Часть жителей уходила вглубь материка. Другие оставались, потому что не было официальных указаний к эвакуации, потому что жилье и имущество бросать не хотелось, потому что человек плохо читает геологические сигналы, когда они не переведены на понятный ему язык угрозы. Вулканология 1883 года еще не умела делать то, без чего своевременное предупреждение невозможно. Измерять нарастание давления внутри системы достаточно точно, чтобы назвать срок. 26 августа серия взрывов резко усилилась. Первые мощные выбросы начались во второй половине дня. К вечеру небо над проливом было черным от пепла. Ночью пролив светился от раскаленного материала, летящего в стороны и оседающего на воду. На берегах ближайших городов и деревень люди не спали. Они слышали непрерывный гул, чувствовали толчки под ногами и видели зарево над горизонтом. Волны, порожденные взрывами, уже плескались у берегов необычно высоко. Это было только начало. Настоящее произошло утром следующего дня. 27 августа около 10 часов утра по местному времени Кракатау произвел взрыв, который геологи впоследствии назовут одним из наиболее мощных взрывных событий в истории вулканических наблюдений. Под вулканом находилась магматическая камера, огромный резервуар расплавленной породы, насыщенный растворенными газами. Пока магма находится под давлением, газы остаются в ней, так же как углекислый газ остается в закрытой бутылке. Стоит давлению резко упасть, и газы мгновенно высвобождаются, расширяясь в сотни раз за долю секунды. Именно это произошло. Кровля над камерой не выдержала и рухнула, давление обрушилось практически мгновенно, и вся накопленная за месяцы энергия вышла одним импульсом. Взрыв такой силы не оставляет переходных состояний. Он либо случается, либо нет. Он случился. В первые секунды выброс прорезал облачный покров над проливом и был виден с расстояния в сотни километров. Суда в открытом море наблюдали, как над горизонтом встает черная колонна такой высоты и плотности, которую не с чем было сравнить. Экипажи записывали в журналах, что небо потемнело в радиусе нескольких сотен миль. Пепел падал на палубу густым слоем. Атмосфера над проливом была насыщена частицами настолько, что в полдень наступала темнота, сравнимая с ночной. Столб раскаленных газов, пепла и обломков породы ушел на высоту около 80 километров. Не 8, 80. Это мезосфера, граница с космическим пространством. Выброс прорвал всю тропосферу и ушел в стратосферу и выше, туда, куда вулканические материалы достигают лишь при взрывах исключительной силы. Северная часть острова в буквальном смысле исчезла. Примерно 2/3 вулканического тела Кракатау обрушились в образовавшуюся кальдеру, гигантскую подводную воронку глубиной в несколько сотен метров. Там, где прежде был остров, осталась только вода. Ударная волна распространилась во все стороны со скоростью звука. Барографы, приборы для измерения атмосферного давления, зафиксировали ее прохождение по всему миру. Волна обошла земной шар 7 раз, прежде чем затухла. В Лондоне, в Вашингтоне, в Петербурге, в Сиднее приборы одновременно показали аномальный скачок давления, каждый на своем конце света, без какого-либо видимого источника. Метеорологи смотрели на графики и не понимали причины. Инструменты фиксировали катастрофу за тысячи километров от ее источника. Это было одно из самых необычных научных наблюдений того времени. Глобальная атмосфера отреагировала на один локальный взрыв как единая система. Позднее ученые подсчитают, что ударная волна несла измеримое избыточное давление на расстоянии более 8000 километров от эпицентра, на другом конце планеты.
Ни одно другое задокументированное взрывное событие в истории не оставило такого атмосферного следа. Сам звук взрыва распространился на расстояние, не имеющее аналогов в задокументированной истории. Почти 5000 километров по прямой, от Зонского пролива до острова Родригес в Индийском океане. Это расстояние от центра Европы до Центральной Африки. На таком удалении люди слышали отчетливый, громкий, повторяющийся звук и не могли понять, что именно это было. Армейские офицеры поднимали солдат по тревоге, полицейские выезжали искать источник стрельбы. Капитаны меняли курс, думая, что где-то рядом терпящее бедствие судно. Никто из них не мог знать, что источник находится на другом конце Индийского океана, что звук, который они слышат, уже прошел над тысячами километров воды и суши, прежде чем достичь их берегов. Атмосфера стала проводником катастрофы, разнесла ее сигнал в стороны, пока он не достиг мест, где жизнь шла в полном неведении о том, что происходит в Зонском проливе. Но главным убийцей стала не взрывная волна в воздухе. Главным убийцей стала вода. Когда северная часть острова обрушилась в море, она вытеснила чудовищный объем воды. Одновременно взрывы ударили по поверхности пролива с энергией, которую сложно описать в бытовых категориях. Это породило серию цунами, волн, ушедших от эпицентра во все стороны. В открытом море цунами мало заметно. Волна длинная и пологая, суда почти не ощущают ее прохождения. Но когда она входит на мелководье и дно начинает подниматься навстречу, вся ее кинетическая энергия сжимается в вертикаль. Высота волны растет стремительно, за минуты, там, где ее ничто не замедляет. Ничего из того, что люди на берегах знали о море, о штормах, о приливах, о самых сильных волнах, которые им доводилось видеть, не давало ни малейшего ориентира для понимания того, что приближалось. К берегам Явы и Суматры волны пришли вскоре после главного взрыва. Их скорость в воде намного превышала любую возможность предупреждения в условиях 1883 года. Телеграфные линии передавали сигналы тревоги, но между сигналом и спасением человека на прибрежной улице стояли минуты, которых не было. Самые высокие волны достигали в отдельных точках побережья 30-40 метров. Это высота 10-этажного здания, движущегося со скоростью локомотива. Она шла не как прилив, а как стена воды, плотная, темная, непрозрачная от поднятого со дна ила. Перед ее приходом море вело себя странно. Вода отступала от берега дальше, чем при самом сильном отливе. Дно обнажалось. Рыба билась на влажном песке. Люди выходили смотреть на это необычное явление, и именно в этот момент вода возвращалась. Побережья Зонского пролива с обеих сторон, и Явской, и Суматранской, были уничтожены. Портовый город Мирак исчез. Телук-Бетунг на Суматранском берегу был сметен вместе с причалами и складами. Людские прибрежные деревни перестали существовать, не затоплены, а именно сметены, унесены в море вместе с постройками, садами, лодками, людьми. Нидерландский военный пароход волна подняла и унесла вглубь Суматранского берега. Его корпус нашли далеко в джунглях, где он и остался. Другие суда выбрасывала на берег, переворачивала, топила прямо в гаванях. Погибших насчитали более 36 тысяч человек. И это приблизительная цифра, потому что многие прибрежные деревни исчезли вместе со своими жителями. Подавляющее большинство из них погибло не от лавы и не от пепла, они погибли от воды. Именно цунами превратило это извержение в человеческую катастрофу такого масштаба. Вулкан убивал издалека, через море, через физику волн, невидимо и без возможности защититься. В последующие дни выжившие описывали пейзаж, который было сложно узнать. Берега, где стояли дома, были голыми, деревья выворочены с корнем или срезаны у основания. Почвенный слой смыт до материнской породы. Обломки строений, лодки, предметы быта волна разнесла на километры вглубь суши или утащила в море. Суда, пришедшие к берегам пролива в последующие дни, докладывали об одном и том же. Береговая линия, нанесенная на карты, перестала существовать. Там, где на старых лоциях значились якорные стоянки, торчали обломки. Там, где были деревни, лежал ровный, вымытый берег. Солнце не просматривалось сквозь пепельную мглу. Воздух был кислым. Море серело от пепла и пемзы, плававшие на поверхности сплошным слоем. Масштаб потерь осознавался постепенно. Связь между побережьями была разрушена. Телеграфные линии, проходившие через прибрежные поселения, молчали. Не потому, что были повреждены, а потому, что поселений больше не было. Первые сведения о происходящем добирались до Батавии с задержкой в несколько часов, а иногда и суток. Когда они дошли, стало ясно, что речь идет не о локальном разрушении, а об уничтожении целого прибрежного пространства протяженностью в сотни километров. Пока на берегах разыскивали выживших, Кракатау продолжал существовать, но уже в другом виде.
Большая часть суши архипелага ушла под воду. Карта пролива стала другой. Фарватеры, которые знали наизусть все местные лоцманы, требовали полного переизмерения. На месте вулканического конуса лежала гигантская подводная впадина. Но катастрофа не заканчивалась. Она продолжалась, только теперь уже не в воде, а в воздухе. Когда взрыв выбросил столб материала на высоту 80 километров, мельчайшие частицы пепла и аэрозоли, прежде всего диоксид серы, который в верхних слоях атмосферы превращается в капли серной кислоты, достигли стратосферы. Это слой атмосферы на высоте от 12 до 50 километров, где нет дождей, нет конвекции, нет механизмов, которые вымывали бы взвешенные частицы вниз. Все, что туда попадает, остается там надолго, иногда на годы, и медленно разносится горизонтальными потоками воздуха по всему земному шару. Мельчайшие вулканические частицы начали свой дрейф по верхней атмосфере. За несколько недель они распределились по всем широтам планеты. Эта взвесь не блокировала солнечный свет, она его рассеивала. Солнечные лучи проходили через частицы под разными углами и разделялись на спектральные составляющие, которые в чистом воздухе почти не видны. Это давало оптический эффект, который наблюдали по всему миру. Закаты стали другими. Не красивее в привычном смысле, а принципиально иными. Небо на западе после захода солнца пылало оттенками, которых люди раньше не видели. Ярко-красным, пурпурным, медно-оранжевым с зеленой каймой у горизонта. Свечение держалось долго после захода, иногда больше часа. В Великобритании, в США, в России, в Японии, в Норвегии небо было странным. Власти нескольких городов поднимали пожарные бригады по тревоге, думая, что зарево означает пожар за горизонтом. В газетах публиковались письма с описаниями необычного неба. Художники фиксировали эти закаты на холстах. Некоторые исследователи полагают, что именно этот атмосферный эффект, характерное пылающее небо, отразил в своей работе крик норвежский художник Эдвард Мунк, создававший ее несколько лет спустя. Доказать эту связь невозможно, но небо на его полотне выглядит именно так – живое, дышащее, тревожное. Помимо визуального эффекта, вулканическая взвесь в стратосфере снизила количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. В течение нескольких лет после извержения среднегодовые температуры в северном полушарии оказались ниже обычного, ощутимо и измеримо. Один взрыв – один день, и климатический след тянулся на несколько лет вперед. До 1883 года у науки не было возможности наблюдать подобное событие с таким количеством инструментов одновременно. Сеть барографов по всему миру фиксировала прохождение ударных волн. Телеграф впервые позволял передавать данные о катастрофе почти в реальном времени. Метеорологи регистрировали атмосферные аномалии, не понимая поначалу их причины. Моряки и офицеры оставляли подробные записи о звуке и волнах. Выжившие давали показания, которые методично собирались и систематизировались. Королевское общество в Лондоне опубликовало подробный научный отчет, первый в своем роде анализ вулканической катастрофы планетарного масштаба. Это превратило Кракатау из трагедии в точку отсчета, в событие, через которое наука впервые увидела полный цикл разрушения. Эта совокупность данных превратила Кракатау в учебный случай, к которому геологи, вулканологи и климатологи возвращаются до сих пор. Не из интереса к истории, а потому что эта катастрофа остается одним из наиболее полно задокументированных примеров того, как вулканическое событие способно работать сразу в нескольких разрушительных режимах одновременно. Каждый новый значительный вулканический взрыв в 20 и 21 веке – Пинатуба на Филиппинах, Пьер, Этна, Мерапе – оценивается в том числе через сравнение с Кракатау. Он стал точкой отсчета не потому, что был первым, а потому что был первым задокументированным в полном масштабе. Взрыв – первый удар, мгновенный и огромный. Обрушение структуры – второй, который усиливает первый и меняет рельеф дна. Цунами – третий, самый смертоносный, переносящий разрушение на побережье в радиусе сотен километров. Атмосферный выброс – четвертый, самый долгий по воздействию. Каждый из этих механизмов по отдельности мог бы стать серьезной катастрофой. Вместе они создали событие, которое вышло за пределы любых привычных рамок. И важно понимать, они не были независимы, они были связаны. Каждый предыдущий создавал условия для следующего. Кракатау показал, что разрушительный потенциал вулканизма не измеряется одной лишь силой взрыва. Он определяется тем, сколько механизмов активируется одновременно и в какой последовательности. Именно это понимание стало основой для современных систем мониторинга вулканической активности и предупреждения о цунами, которые сегодня работают в Индонезии и по всему Тихоокеанскому кольцу. В 1927 году из воды в Зонском проливе поднялся новый вулканический конус – Анак Кракатау, Дитя Кракатау.
Он рос десятилетиями, слой за слоем. В 2018 году его нестабильный склон обрушился в море в ночное время и снова породил цунами, снова унесшее сотни жизней на берегах того же пролива. Та же вода, та же геологическая система, тот же механизм. Место остается тем, чем было всегда – активным, нестабильным, работающим по своим законам, а не по человеческому расписанию. Анак-Кракатау сегодня снова растет, снова дымит, снова подает сигналы, которые теперь умеют читать значительно лучше, чем в 1883 году, но которые также не могут дать абсолютной гарантии. Остается факт. Один вулканический остров, несколько квадратных километров суши посреди пролива, за несколько часов изменил береговую линию, убил десятки тысяч людей на расстоянии многих километров от своего жерла, потряс атмосферу всей планеты и оставил видимый след в небе над 4 континентами. Не легенда, не метафора. Это произошло, это задокументировано, это измерено на барометрах, описано в судовых журналах, прочитано в небе людьми, которые никогда не слышали слова «Кракатау». Земля не фон человеческой истории. Она система, которая работает в собственном ритме и в собственном масштабе. Кракатау – один из случаев, когда этот масштаб стал виден невооруженным глазом. Одним утром в конце августа одна точка на карте показала, что способна изменить все – линии берега, облик неба, климат полушария. Без предупреждения, без паузы, без возможности отменить. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!